Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, Линз, и мы продолжаем играть в троллейбусы. Сегодня мы покатаемся на такой вот вайбовенькой зиушке. Давно мы не ездили, во-первых, на гармошке, а во-вторых, ну вот прям на настолько старом троллейбусе. Мы сегодня также на карте Зеленомайска. Поедем сегодня по второму маршруту, посмотрим, что и как. Ну и на самом деле, наверное, будет аутентично на таком стареньком троллейбусе, так еще и на гармошке, покататься по такому маленькому городу. Мне вот эти вайбы напоминают трамвай. Не знаю, знаете ли вы такой город или нет. Называется город Краснотурьинск. Вот. Тоже небольшой город, но при этом там действует до сих пор трамвай. И, ну, не сказать, что там прям частый выпуск и частые интервалы, но при этом он все равно действует. И это такой просто мега вайб покататься на нем. Так, как у нас все запускается? Я уже все забыл, блин. Нам надо аккумуляторную батарею включить. Опа. Далее печки мы не будем включать. У нас, кстати, в Санкт-Петербурге сейчас началась какая-то аномальная жара. Это просто ужас. Как жить? Помогите. У нас сейчас типа утро. Опа. Даже помню, как оно запускается, представляете? Знаете, что я хочу сделать? Я хочу, во-первых, открыть люки. Форточки тут можно открыть? Походу нет. Ну ладно, поедем хотя бы с открытыми люками. Почему у нас не запущен прицеп? Наконец-то открылся с третьей попытки. Прицеп точно у нас запускается отдельно. Я про это и забыл. Опа. Вспомогательный преобразователь. Освещение приборов какое вайбовое просто. Давайте включим свет. Как он включается? У меня клавиши тут не предназначены. Ладно, сейчас сделаю. Так, все. Клавиши я переназначил. Пара у нас на E включается, точно. Я и забыл. Ой, какой тут некрасивый маршрут-указатель у меня установлен. Ну, что есть, то есть. Закроем двери. И можем отправляться в рейс. Правильно? Это пролаг был жесткий. А тут можно как-то подсветку маршрута-указателя включить? Походу нет. Ладно, поехали. Опа. Это у нас тисушка. Ой, какие звуки-то прекрасные. Эх. Сейчас мы потихоньку будем выезжать из депо. Ну или из парка, кому как угодно. Блин, ну вот как же мне нравятся троллейбусные гармошки. Потому что их мало. Вот, у нас в Санкт-Петербурге, ну, не так уж их и мало, но они, конечно же, все современные. В нынешнее время. Ой, как же он медленно разгоняется. Прям чувствуется его вес. Вес там не маленький. Ну, естественно, тут никого не будет. Опа. Проходим стрелку направо. Проходим. О, прошли. Потихонечку. Потому что здесь еще одна стрелка. Тут сейчас будет кривая, достаточно резкая. Ну, естественно, в контактной сети.
Вот, и быстро такие участки контактной сети не проходятся. Вот так вот. Еще чуть-чуть помедленнее поеду. Опа, все, отлично. Здесь у нас вот остановка наша первая, но это, кстати, не является конечной. Вроде как. Если этот маршрут, конечно, не круговой. Но если он круговой, то тогда вообще конечной нету. Кстати, вот интересный вопрос. Водители данных троллейбусов, они же, по идее, на каждой остановке должны были ручной тормоз устанавливать, правильно? Вот раньше не слишком это было муторно поднимать постоянно этот рычаг. Интересно. Однако. Так, у нас сейчас будет зеленый? Да. Окей. Давай, давай, разгоняйся. Интересно, зачем тут сделаны вообще первые две позиции, если троллейбус на них почти не едет. Ну ладно, логично, для того, чтобы разогнаться. А это тоже остановка? Чего они у меня так прогружаются-то близко? Я вроде никакие настройки не менял. Странно. Наверное, для того, чтобы ток не особо большой был. Иначе выбьет автомат или перегрузит контактную сеть. Хотя могут сгореть и движки. Всякое может быть. Какие огромные пешеходные переходы просто. Жалко то, что тут знаков мало на карте. Здесь вот не хватает знака. То, что тут пересечение с трамвайными путями. Вот, некоторые, конечно, есть. Самые базовые, я так понимаю. Сейчас стрелку пройдем. Я очень заранее затормозил, конечно. Опа. Отлично, можем ехать. Это, походу, то самое прогружен... не про... Ой, блин, остановка. Остановка. То самое непрогруженное ТЦ? Или нет? Не, по-моему, там прям ТЦ должно быть. Это другая остановка. Ладно. Поехали дальше. В любом случае, как будто зданий стало больше, чем в прошлый раз. Вам не кажется? Я не понимаю, как Грисмод работает. То он прогружает, то он не прогружает. Работает, как ему хочется. Блин, остановки тут достаточно часто, даже не разогнаться. Тем более на такой махине. Ладно. Поехали дальше. Я надеюсь, у меня тут автомат выбивать не будет. Ну, теперь у нас красный. Кто бы сомневался. Разогнаться мне точно не дадут, а тут еще и стрелка. Тогда тем более. Тормозим. Опа, как плавненько. Поехали. И вот мы, походу, приближаемся к конечной. Так, все отлично. Сейчас еще одна стрелка будет. Прошли. Можем ехать дальше. Давай. Капец, тут пробег вообще небольшой. Всего 60. Я ж правильно понимаю, 68 тысяч. Вот эта крайняя цифра, она же вроде, ну, обозначает метры, а не километры.
Хотя я могу ошибаться. Поправьте, пожалуйста, в комментариях. Городская инфекционная больница. Я так понимаю, конечная данного маршрута. Я, конечно, зря так встал. Скорее всего, я отсюда не выйду. Опа. Если мы вывернем руль. У нас же еще, получается, прицеп должен подворачивать. Да, конечная, смотрите, на маршрут указателя она даже указана. Ох, как я деликатно прошел около столба. Да, такие конечные не очень удобные. Нельзя... Ну, было бы хорошо сдвинуть остановку чуть-чуть подальше. Так как бы и для пассажиров удобнее, и для водителей. Получается, где троллейбусом-то отстаиваться? Ну ладно. Поехали. О, хотя бы до 40 разгонимся. Ну, если бы не светофор. Блин, вот этот звук тесушки, это прям классно. Вот, смотрите, как стопы выглядят. Мне вот интересно, тут... Ага, поворотник получается второй. А самое нижнее — это задний ход. Когда я включаю реверс назад. Оно прям с двух сторон светится, ничего себе. Обычно только с одной стороны. Че, я сошел? А нет. Даже удивительно. Ну, хотя я еду-то меньше 10. Так, давайте на остановке посмотрим, действительно ли там загораются аж 2 фары. Опа. Так, переключаю реверс. Да, реально 2 горят. Обычно на автобусах горят по одной. Справа. Ну, по крайней мере, в те разы, которые я видел. На самом деле, не часто удается увидеть, что общественный транспорт едет задним ходом. Наверное, больше всего это происходит в парках. Все, едем дальше. У нас тут стрелка прям очень заранее перед перекрестком расположена, и это не может не радовать. Отлично. Ну, гармошки, получается, по своей сути, они намного медленнее, чем обычные троллейбусы из-за своих габаритов. Из-за того, что они имеют больший вес. И те люди, которые обзывают электрический транспорт медленным, что они скажут про гармошки? Интересно. Супер медленный транспорт. Так. Все, поехали. Тут опять же можно было бы разогнаться, если бы так часто не были остановки. Сколько с ракет мы едем? На самом деле, наверное, самое интересное в таких троллейбусах — это узел сочленения. Да, в принципе, и во всей, наверное, сочлененной технике. Давайте посмотрим, как он здесь сделан. Я знаю то, что там можно выбрать 2 варианта: либо нормальный, либо вот такой вот старенький. Он прям выглядит вайбово, не хватает еще дырок.
Потому что они обычно рвутся постоянно. Еще заметьте, у нас отделка из дерева. Ну, это навряд ли дерево, это, наверное, какие-то панели пластиковые, которые сделаны под дерево. Вот такие советские. Еще в лифтах такие можно видеть. Хотя не знаю, они пластиковые или нет. Если честно, не в курсе о таком. Давай, 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 разгоняйся. Так, поворот направо. Я успел на желтый, нормально. Да. Приходится, конечно, брать больше радиус для поворота, нежели на односекционном троллейбусе. И выезжаешь на встречную полосу. Это не очень хорошо. Ну, специфика карты. Тут все-таки, видите, углы прямые. Обычно, ну, в реальной жизни их сглаживают хоть как-то. Здесь, видимо, пока этого не сделали. Вот мы, кстати, приехали к конечной. Это у нас, я так понимаю, где-то рядом с троллейбусным парком. Или мне кажется? Остановка дачи. Блин, тут, конечно, в одном месте и дачи, и обычная жилая застройка. Интересное место. То есть, да, тут небольшой, типа, частный сектор, и вокруг него понатыкали всяких многоэтажек, если это можно так назвать. Это типа... Это трамвайное депо, ничего себе. Интересно. Ясно, понятно. Ладно, я думаю, можно ехать в депо обратно. Давайте поменяем таблички. Следует в парк. И вот здесь вот одну. Остальные, я думаю, можно убрать. Ну, хотя обычно водители их даже не убирают. Так. Надо выключить поворотник. Можно выключить освещение салона. Ну и, в принципе, все. Больше выключать нечего. Еще бы вспомнить дорогу до парка. Ладно, разберемся. Так, здесь нам налево. Кстати, справа есть еще остановка, но там никаких маршрутов нету. Типа для автобуса. Ну, естественно, в городе же не только троллейбусы ездят. Так, тут мы поворачиваем направо. Пока что едем по трассе второго маршрута. Ай-яй-яй, не задеть бы столб. Можно хотя бы чуть-чуть разогнаться. И то недолго. Поворачиваем налево. Тихвин? Что? А, это гостиница так называется. Ничего себе. Тут нам тоже надо налево. Кстати, не помню, по-моему, же здесь стрелка не проходится просто по нажатию, по нажатию кнопки. Надо все-таки давать ходовую позицию. Ладно, мы ее прошли. Отлично. Гостиница. Чувствую, что здесь какое-то... Вот. Мы уже доехали до парка. Здесь нам надо направо. Получается, второй маршрут уходит дальше вперед.
И, соответственно, маршрут 2К идет вот до сюда. То есть он идет до троллейбусного парка. Он прям совсем коротенький. Остановка троллейбусное депо. 2К и третий маршрут. Понятно. Так, здесь у нас тоже стрелка направо. Опа. О, офигеть, пофиксили, спасибо. Ура, теперь ворота открываются в правильную сторону. Проходим еще одну стрелочку. Мне вот интересно, по какой логике работают вот этот вот проход стрелки направо. Там получается вот этот выключатель, он низковольтный, скорее всего. Ну, навряд ли кабину водителя сделали бы какие-то высоковольтные переключатели прямо на панели. Правильно же, я думаю. И он отключает и включает, скорее всего, какую-то релюшку. Я правильно же думаю? Напишите, пожалуйста, кто в этом разбирается в комментариях. Очень интересно будет почитать. Так, ладно, останавливаемся. Вот так вот плавненько. Отлично. Значит, реверс в нейтраль. Открываем переднюю дверь. Ну и можем... Выключаем гидроусилитель. Опа. Так, мотор-вентилятор выключаем. Выключатели. И аккумуляторную батарею. Интересно, дверь закроется снаружи? Да и выйти. Должна, по идее. О, отлично. Ну, смотрите, у нас... Ты что наделал? Фонарики горят. Да, конечно, светотехника на троллейбусе хорошая. Помимо еще таких фар, есть катафоты. Наверное, так они правильно называются. Есть еще верхние габариты. Ну и спереди у нас вот обязательно установка вот этих 3 лампочек. Они значат то, что едет автопоезд. То есть, по идее, они горят и на всех фурах, и на подобных троллейбусах на гармошках. Ну, и в принципе, наверное, и все. Больше ничего такого нету. Ну ладно. Потому что спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Заходите обязательно в Discord, а также в Telegram. А с вами был Линз. Всем удачи. Всем до следующего видео. Всем пока.